Дорогие друзья, Здравствуйте. зажигаем. Чтоб я сдох. Фил, куда нас привез, а? Ты чё, Нью-Йорк? Отмороженный фантастический криминальный сериал молодой режиссерки Ани Мирохиной, роли в котором исполнили Ян Цапник, Светлана Иванова, Влад Коноплев, Кирилл Полухин, Эмилия Спивак и многие другие. По сюжету сериала 4 бандитов из 90-х во время очередного рэкета случайно оказываются в криокамере и подвергаются процессу заморозки. Колоритные персонажи Фил, Чак, Джек и Масса приходят в себя уже в 2022 году. Понятия у московских гангстеров остались прежние, а вот мир сильно изменился. Появились новые гаджеты и непонятные им привычки. Но самое плохое, все их родные стали на 20 лет старше. Так что бандитам придется заново выстраивать отношения и со взрослым сыном, и с изменившейся дамой сердца. А еще у друзей есть одно очень важное дело. Они хотят отомстить своему боссу Нулю, по вине которого стали подопытными в научном эксперименте, полностью изменившем их жизнь. Если вы любите криминальные сериалы о бандитах из 90-х или фантастику о попаданцах во времени, то «Отмороженные» точно для вас. Знаешь, все считают, что мой дар — это притягивать удачу. А я считаю, что мой дар — это быть свободным. А мне насрать. «Диагноз. Везучая» — криминальная комедия от постановщика нашумевшего проекта «Сергий против нечисти», режиссера Кирилла Кузина, а главные роли исполнили Аглая Тарасова и Кирилл Керо. Сюжет сериала вертится вокруг главной героини Лики, у которой есть необычный дар. Она приносит удачу. Девушка совсем не промах и придумала, как монетизировать свою сверхспособность, и теперь за деньги помогает преступникам в самых разных аферах. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в бега. Вместе с ней в эту авантюру оказывается замешан бухгалтер-недотёпа Антон, несправедливо обвиненный в хищении миллионов при строительстве детского медицинского центра. Героиня пытается доказать невиновность Антона, а также восстановить его отношения с дочерью-подростком Стешей. Арина, что-то горит! Папа нас теперь точно убьет. И вот эта вот семейка — мои родственнички. Сериал «Папины дочки новые» — это продолжение знаменитого одноименного телехита. К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и Нона Гришаева. По сюжету нового сезона «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома неожиданно сбегает Даша, оставив трудоголику Виннику прощальное письмо, обручальное кольцо и 4 дочерей в придачу. Теперь Вениамин, совсем как его тесть много лет назад, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. Отныне Веннику придется совмещать тяжелую работу и заботу о дочерях, а поможет ему в этом все неунывающее семейство Васнецовых, а также старые друзья семьи. Проект «Папины дочки новые» — бесспорный фаворит для любителей комедийных ситкомов начала 2000-х годов и фанатов группы Ума Турман, написавший популярный саундтрек для этого уморительного сериала. Что, если я предложу вам контракт? По условию контракта деньги вы сможете получить через полгода после его заключения. Добро пожаловать. Будет уместнее вечер в хату. «Куплю актрису» — комедийная мелодрама от молодого режиссера Ильи Силаева, а на главной роли приглашены популярные актеры Анна Антонова, Николай Шрайбер, Анна Котова, Михаил Тарабукин, Светлана Камынина и Максим Лагашкин. По сюжету сериала главный герой Григорий — бывший пилот, а теперь работает охранником в телецентре и живет в общежитии. А еще Григорий влюблен в жесткую надменную звезду сериала «Ангел в белом халате» Ирину Синицыну, естественно, безответно. Однажды из-за своего скверного характера Ирина теряет работу, близких и все дружеские и профессиональные связи. Единственным, кто готов продолжить с ней общение, становится охранник Григорий. Понимая, какой шанс ему выпал, герой делает все возможное, чтобы покорить сердце неприступной актрисы. Между вами пропасть. Значит, придется ее перепрыгнуть. Судя по всему, сериал «Куплю актрису» очень забавная и одновременно трогательная история, которая прекрасно смотрится под Новый год. Этакий современный вариант укрощения строптивой. А ты страшный. А ты тоже? А ты кто вообще? Твоя племянница. «Волшебный участок» — фэнтезийный комедийный сериал режиссера Степана Гордеева. По первому впечатлению, его новая работа отчасти напоминает нашумевший проект «Сергий против нечисти», и фрилансер-отец Сергий охотился за вознаграждение на всякую нечисть. Однако это только по первому впечатлению. Главный герой «Волшебного участка» — бывший снайпер спецназа Леха. Он был хорош в своем деле, но, потеряв любимую работу, ушел в долгий глубокий запой. В самый разгар беспробудного пьянства он узнает о смертельной болезни своей единственной сестры Кати. Она не хочет, чтобы после ее смерти дочку отдали в приют, и просит Леху взяться за ум, чтобы стать опекуном 8-летней девочки.
Во время поиска новой вакансии Леха неожиданно получает приглашение на работу в полицейский участок. Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Леха, сказочные персонажи. Змей Горыныч, Баба-Яга, Лешая, гном-матершинник и прочая нечисть. Леха, который завязал с алкоголем, с трудом воспринимает новую реальность на трезвую голову. Классный комедийный проект с необычным сюжетом, отличный актерский состав, а в целом хороший выбор, чтобы не скучно скоротать вечер за просмотром очередной серии. Я не флиртовала последние лет 20. А где вы были, в тюрьме? Комедийная мелодрама «Открытый брак» знакомит нас с образцовыми супругами Севой и Оксаной в исполнении популярных актеров Марины Александровой и Антона Васильева. У них 3 детей, успешные карьеры и большая квартира в центре Москвы. Казалось бы, что еще желать, но привычное течение жизни меняется, когда Оксана впервые за 20 лет брака изменяет мужу. Это событие заставляет женщину задуматься, кто она, чего хочет и счастлива ли вообще. Оксана признается во всем мужу и предлагает попробовать открытый брак, который подразумевает наличие сексуальных партнеров на стороне. Сева неохотно соглашается, хотя для него это предложение максимально выигрышно. У него же давно есть любовница, а теперь появится законное право заводить дополнительные связи. Кажется, что сексуальная свобода решит все проблемы супругов, но на деле открытый брак лишь сильнее все запутывает и заставляет героев пересмотреть свои отношения друг к другу, к семье и к жизни в целом. Еще забавно, как мы с вами поменялись ролями. И как вам на той стороне? Драма «Контейнер» выходит в сентябре 2023 с заключительным сезоном. За режиссуру отвечает Алексей Ляпичев, а главным ролям вернулись Оксана Акиньшина, Мария Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарев. В 3-м сезоне Вадим, вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу возможности видеться с ребенком. Саша полноправно считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг – вновь переехать в дом заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. И здесь возникает важный вопрос. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима, или же на этот раз у нее другой план? Создатели сериала пообещали, что в финальном сезоне изменится ритм повествования. Он станет более динамичным. Зрители увидят много эмоциональных сцен и драматических надломов персонажей. Героиня Оксана Акиньшина и Саша, почти отчаявшись добиться справедливости, начнет борьбу за ребенка и будет совершать противоречивые поступки. Жажда мести и ненависти в ней будет настолько велика, что она готова пойти на все ради достижения цели. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова. Барнашов Глеб Анатольевич, ваша новая головная боль. Драма «Контакт», постановка которой занимались актер и режиссер Евгений Стычкин, а также модный и всем известный режиссер Нурбек Эген, получила отличный рейтинг, массу прекрасных отзывов и, как следствие, 2-й сезон. По сюжету продолжения Глеб Барнашов не оставил надежду достучаться до своей дочери Юли. Наладить отношения сложно, даже если посвятить этому все свое время и усилия, а герою Павла Майкова параллельно приходится разбираться с новым начальством, запутанным любовным треугольником, разного рода преступниками и мерзавцами, и что дается ему сложнее всего с трудными подростками. Новый сезон обещает не менее интересной сюжетной линии, чем первый, и такую же прекрасную игру актеров. Есть еще один вампир. Он убил самого близкого мне человека и убьет еще, если я его не остановлю. 2-й сезон хоррор-сериала «Пищеблок», снятого по одноименному роману писателя Алексея Иванова, вышел на Кинопоиске в начале июня 2023 и вызвал волну неоднозначных комментариев со стороны российских телезрителей. Часть из них обвиняют создателей сериала в сознательном копировании некоторых западных проектов, в частности, знаменитого сериала «Очень странные дела». Насколько это справедливо, для себя решать только вам. По сюжету продолжения осень 1983-го, новый учебный год. Красное знамя на линейке несет наш знакомый Валерка Лагунов, отличник староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить себе человека ему помогают друзья из пионерлагеря «Буревестник». Старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит главного героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь и жизни его друзей. А вы кто? Мы все друзья вашего отца, и мы читаем книги. Фэнтези-детектив-библиотекарь популярного режиссера Игоря Твердохлебова снят по одноименному роману российского писателя Михаила Элизарова. По сюжету сериала Алексей Вяземцев, в роли которого Никита Ефремов, искренне ненавидит Сосовковые, но однажды узнает, что книги малоизвестного советского писателя Дмитрия Громова, написанные еще в 50-е и 70-е годы прошлого века, обладают магической силой. Каждая книга дает определенный навык. Ярость, силу, терпение, власть, радость, память и смысл.
Самые разные отчаявшиеся, от обнищавших врачей до бывших заключенных, объединяются в группы, которые называются библиотеками и охотятся за книгами Громова. В заветных изданиях они обрели смысл жизни и готовы даже умереть за них. Вяземцеву предстоит разыскать самый редкий экземпляр — книгу смысла. Пора домой. Я хочу здесь остаться. Неужели ты не понимаешь, что они промыли тебе мозги? Триллер «Последователи» — шестисерийный проект, который снял молодой режиссер Гамлет Дулиан, а главные роли исполнили популярные актеры Виктор Добронравов и Марина Александрова. По сюжету сериала главные герои Андрей и Вера очень долго не могут завести ребенка и в конце концов получают неутешительный диагноз – у Веры бесплодие. Отчаявшись найти лечение, женщина хватается буквально за любую возможность и переключается на нетрадиционные методы. Она уговаривает скептически настроенного Андрея поехать к целителю отцу Афанасию. Вскоре выясняется, что Вера беременна, но вместе с радостным известием приходит неприятное понимание, что супруги попали под влияние жуткого религиозного культа. Теперь Андрею предстоит не только освободить Веру от чар отца Афанасия, но и спасти семью от преследования фанатиков его паствы. Прикольная ты девчонка, Ред. Я в твою честь рыбку назову. «Убить Риту» — криминальная экшн-драма режиссера Марии Агранович о химии, сексе и преступлениях. В главной роли солистка группы СПБЧ и актриса Евгения Борзых, а компанию составили Артем Быстров, Анна Слю, Артем Ткаченко, Александр Мизев и Алексей Филимонов. По сюжету сериала учительница химии Рита после скандального увольнения из-за связи с учеником остается без средств на жизнь. Неожиданно, благодаря своим навыкам, ей удается заработать легкие деньги уборкой коттеджа. Рита из подручных средств готовит мудрёный химический коктейль, способный смыть следы с шумной вечеринки. Правда, оказывается, что в коттедже была не только вечеринка. Там произошло убийство. Теперь Рита попадает в эпицентр криминальных разборок местных бандитов. Однако она сама не так проста. Все это время Рита жила под прикрытием по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Опасная тайна Риты в том, что она единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям. Если вам нравятся остросюжетные истории о талантливых одиночках, скрывающихся от бандитов и спецслужб, то криминальная драма «Убить Риту» именно для вас. Всем оставаться на своих местах. У меня серьезные проблемы. Сильно, о чем ты думаешь? Второй сезон эротической драмы «Жизнь по вызову», снятый Сариком Андреасяном, является одним из самых ярких проектов осени 2023-го. К своим ролям вернулись Павел Прилучный, Никита Кологривый, а также большинство актеров, занятых в первом сезоне. По сюжету продолжения, бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Мэджик возвращается в Москву ради мести своим врагам, олигарху Ружинскому, разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу, который устроил расправу над эскортницами его агентства. Мэджик заново начинает бизнес с помощью Антона и его сестры Насти, которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика. Но главная цель Александра – спасти свою дочь Алину, которая после известных событий первого сезона назло отцу стала эскортницей. Как его зовут? Абрек? Это же разбойник по-чеченски. Пятисерийная драма «Абрек» — новая работа режиссера Ивана Шурховецкого, известного вам по сериалам «Янычар» и «Джульбарс». Это редкий на сегодня проект, затрагивающий болезненную тему прошедших чеченских войн и неоправданной человеческой жестокости, поощряемой, к сожалению, современным обществом. По сюжету сериала речь пойдет об одном из самых мерзких зрелищ в собачьих боях. Главный герой картины — волк Абрек, которого худшие представители рода человеческого пытаются втянуть в это кровавое безумие. Однако именно в нем нет места непостижимой людской злобе, а действует он по своим естественным законам, всегда оставаясь верным себе, своей животной природе. Именно волк становится немым учителем для русского сапера Володи и чеченского мальчика Халида. Дикий хищник помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, а также за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным. Сериал «Абрек» снимался достаточно долгое время, и весьма странно, что российская цензура позволила ему дожить до премьеры. Сейчас, когда эмпатия — пустой звук для огромной части российского общества, подобные проекты нужны России как воздух. Давайте, пацаны, слово дадим. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана. «Слово пацана» — новый проект режиссера Жоры Крыжовникова про казанское АПГ конца 80-х годов прошлого века. В знаковых ролях снялись Иван Янковский, Никита Кологривый, Ольга Лапшина, Сергей Бурунов, Антон Васильев и Анна Пересильд. Это история о тех, кто жил в эпоху перемен и сумел найти в себе силы выбраться из замкнутого круга.
Сюжет сериала переносит нас во времена, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и, что называется, бьются за асфальт. Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты, понятные и жестокие правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятие справедливости все больше смешиваются с кровавым насилием и криминалом. Если полячка права, и все убиенные на тайное общество доносили, то сейчас явится наш аспид. Сериал «Цербер» — пятисерийный исторический детектив от режиссера Владимира Щеголькова. Актерский состав отличный, а среди знакомых лиц популярные Сергей Марин, Тимофей Трибунцев, Алексей Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов и Кирилл Керо. По сюжету сериала февраль 1826 года, Санкт-Петербург. Восстание декабристов подавлено, мятежники в кандалах, а граф Бенкендорф и высокая следственная комиссия допрашивают соучастников и ищут людей, причастных к подготовке восстания. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств. Жертвами становятся те самые люди, что донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик, в роли которого Тимофей Трибунцев, и освобожденный из-под ареста дворянин, он же двойной агент Александр Башняк в исполнении Сергея Марина. Два этих персонажа вместе будут ловить убийцу и распутывать заговор против нового императора. Башняк к тому же запутается в своем любовном интересе к полячке Каролине, крутящей романы и с графом Вита, и с самим Бенкендорфом. В общем, нас ожидает интересный нуарный детектив, поначалу почему-то прикидывающийся исторической драмой. Никанор, я ж тебя замочил-то. «Охота на бизона» — новый многосерийный детектив режиссера Сергея Чекалова, а главные роли исполнили популярные российские актеры Сергей Безруков, Александр Яценко, Владимир Стеклов и многие другие. Действие сериала происходит в Москве в 1974 году. Осенним вечером, во время премьерного показа в подсобке дома моделей на Кузнечном мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он связывает это дело с другим — смертью следователя БХСС Кузнецова, с которым связана личная трагедия Бессонова. В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом дома моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица-выпускница МГУ Мила Никанорова. Контрабанда драгоценностей, девочки, которых подкладывает под нужных людей администратор, сотрудничающий с КГБ, поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике и многое другое. Проект был известен под рабочими названиями «Последнее дело майора Бессонова» и «Смерть манекенщицы», но создатели решили, что «Охота на бизона» подходит лучше. Это в горле. Там что-то черное и густое. «Черное облако» — остросюжетный триллер, снятый для видеосервиса ОКО режиссером Кареном Оганесяном, прекрасно известный телезрителям по нашумевшему проекту «Игра на выживание». В ролях Маша Мацель, Филипп Янковский, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников. По сюжету сериала «Черное облако» главная героиня 20-летняя Юля не отличается легким характером. Многие, кто ее знает, попросту говорят «Юля злая». Она ходит к психологу и на сеансах с ним пытается дать своей злости выход, так сказать, выпустить пар. Юля рассказывает психологу обо всех людях, которые ее бесят, и желает им смерти в страшных муках. Среди ее надуманных врагов преподавательница в институте, лучшая подруга, парень, отец, мать. Все они очень раздражают Юлю. И внезапно все они начинают умирать один за одним при странных необъяснимых обстоятельствах. Юля совершенно теряется в догадках, что происходит. Возможно, это ее психолог решил оказать ей такую странную услугу. Или кто-то другой, или может быть что-то другое. Все может быть, но между тем это только часть загадок и страшных тайн, которые вам предстоит узнать, посмотрев новый триллер «Черное облако». Ты же уже взламывал его. Может быть, ты попробуешь еще раз? Оффлайн 2. Уязвимость обнаружена. Продолжение остросюжетного детективного сериала «Оффлайн» от популярного актера, а теперь уже режиссера Кирилла Плетнева, с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой и Никитой Кологривым в главных ролях. По сюжету второго сезона ставки в смертельной игре создателей и пользователей приложения BeHappy повышаются многократно, когда в руках анонимуса, под чьим ником скрывался майор Никонов в исполнении Дениса Шведова, оказывается дочь Раста Катя. Создатель приложения BeHappy Раст, чья личность теперь раскрыта, не может бежать, не вернув дочь, и вынужден пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы выбраться из смертельной ловушки, в которую его загнал анонимус. А учитывая, что верный друг Левис оказался в руках полиции, рассчитывать Раст может только на себя.
В этом противостоянии Раз становится все больше похожим на своего главного врага и в итоге встает перед выбором. Принять тот факт, что он гениальный киберпреступник, который все лучше чувствует себя в этом темном мире, или остаться любимым мужем и отцом, который все еще надеется вернуть свою семью и нормальную жизнь. Среди прочего, второй сезон даст ответы на вопросы, как Саша Белов стал гениальным хакером Растом, выжила ли после нападения его жена Ника, как майор Никонов провернулся, что провернул, и как будет складываться дальнейшая жизнь всех остальных героев. Хотите ли вы править по-настоящему, Ваше Величество? Или вы желаете быть ярмарочной куклой в руках 6 членов Императорского совета? «Великий золотой век» — 12-серийная историческая драма режиссера Сергея Гинзбурга. Помните шикарный сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика»? Ну так это поставил Гинзбург. На главные роли приглашены популярные актеры Елизавета Боярская, Антон Хабаров, Игорь Гордин, Алексей Морозов и Алексей Филимонов. Мне кажется, 50 гвардейцев не смогут долго держать трон с императрицей. По сюжету сериала знаковый 1763 год, первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через 10 лет она сама, по праву сильного, назовет себя самодержицей всероссийской. Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и болезненными поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы. Как человек широкого мировоззрения и образования, она быстро поняла, что только справедливая, но строгая ко всем подданным власть способна сохранить страну, которую внутренние и внешние противники пытаются разорвать на лакомые куски. Война с Турцией, европейские интриги, заговор с попыткой взойти на престол Полумна и Иоанна Антоновича, эпидемия оспы, чума в Москве, появление на политическом поле мнимой дочери Елизаветы, княжны Таракановой и, конечно же, Пугачевский бунт. Все эти события не только не сломили Екатерину, но сделали ее сильнее. Вы готовы приступить? Так точно, Ваше Величество. Жизни не пожалею, Ваше Величество. Жизнь как раз свою пожалейте. Она вам еще пригодится. «Екатерина. Фавориты» — 4-й сезон популярнейшего исторического сериала с Мариной Александровой в главной роли. По сюжету нового сезона на дворе 1779 год. Императрица Екатерина II на пике своего расцвета. Ходят слухи, что в Европе ее уже называют Великой с подачи влиятельной княгини Дашковой в исполнении Анны Ковальчук, которая впоследствии возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей императрицы. Светлейший князь Потемкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины, остается ее верным соратником и фактически вторым лицом государства. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. В завершающие годы правления на политические и государственные шаги Екатерины II так или иначе влияли ее фавориты. Особенно, конечно, Потемкин, самый приближенный к Екатерине человек, прошедший с ней всю жизнь. Но Потемкина уже не назовешь фаворитом, это верный и любимый друг. Искренняя взаимная любовь у Екатерины с Ланским, новым фаворитом, который появляется в этом сезоне. И это чувство находит отражение в том числе и в поступках императрицы, и в принимаемых ею важных решениях. Несмотря на то, что ее сердце полно новых чувств, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них манифест о престолонаследии. Императрица решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника своего сына Павла. Но Павел не собирается уступать своих прав и намерен бороться до конца. Начинается новая кровавая схватка за власть, в которой решится будущее России и судьба самой императрицы Екатерины. Этого в упор застрелили, а остальных как в тире. На каждого по выстрелу. Уверен, что это зигзаговцы. Сериал «Банда Зигзаг» — 8-серийный военный детектив от режиссера Виталия Воробьева. Главными звездами проекта стали Александр Устюгов и Игорь Петренко, который основательно подсел на тематику военного кино. По сюжету сериала «Банда Зигзаг» Вторая мировая война, зима 1941 года, Ленинград. Запасы продовольствия иссякли, поставки были заблокированы. Осажденный Ленинград умирал от голода. В сутки служащим, иждивенцам и детям выдавали по 125 грамм хлеба. Именно тогда в городе появилась банда, промышлявшая мошенничеством и грабежами. Преступники в основном занимались подделкой продовольственных карточек. Банде противостоят сотрудник Ленинградского ГРО Тихон Львов, роль которого играет Игорь Петренко, и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Федерский в исполнении Александра Устюгова. Им предстоит найти и обезвредить преступников, пока их действия не привели к катастрофическим последствиям для жителей Ленинграда. «Берлинская жара» — 8-серийный военный триллер режиссера Евгения Лаврентьева, поставленный им по одноименному роману Дмитрия Полякова-Катин. В сериале играют Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Керо, Мария Миронова, Андрей Мерзликин и Виталий Кищенко. По сюжету «Берлинской жары» действие происходит летом 1943 года.
Советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по разработке и созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о создании нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент, действующий под прикрытием Франц Хартман, в роли которого Гила Месхи. Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, роль которого исполняет Алексей Филимонов, в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг. В шпионскую игру вступает всемогущая гестапо и представляет Хартману сотрудницу германского МИДа Дори, в роли которой Анна Пескова. В это же время в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова активизируется работа по советскому атомному проекту. Сериал «Адмирал Кузнецов» — 8-серийная биографическая драма. За режиссуру отвечает Сергей Виноградов, поставивший проекты по законам военного времени и «Операция Неман». Игорь Петренко сыграет адмирала Кузнецова, Анастасия Микульчина его первую жену Наталью, а Дарья Урсуляк его вторую жену Веру. Алексея Макарова пригласили на роль командующего Балтийским флотом Трибуца, а Александра Наумова на роль маршала Ворошилова. По сюжету сериала речь пойдет о Николае Кузнецове, пожалуй, самом известном адмирале военно-морского флота СССР. В апреле 1939 года 34-летний Кузнецов был назначен народным комиссаром ВМФ СССР, и именно эта должность определила всю его дальнейшую судьбу. Всего через несколько лет ему пришлось командовать военно-морским флотом СССР во Второй мировой войне. Кузнецову, умному и тонкому стратегу, бережно относящемуся к жизни каждого матроса, приходится вести сложную и опасную военную игру с опытными немецкими адмиралами вроде Эриха Рёдера и Карла Дёница. Я про такое тоже слышал.